Так, что тут у нас? Очередная серия, которая выходит с опозданием. Надеюсь, зрители еще помнят о нас. Это канал Санскоп. Мы все еще путешествуем, и мы все еще живы. Однако наш компьютер скорее мертв, чем жив. Ну, вы все наслышаны, конечно, о компьютере Шрёдингера. Так что на таком компьютере монтаж становится поистине тяжелым ремеслом, потому что... Я же как Пентиум, я на тебе завис. Итак, сегодня мы продолжаем наше исследование Индии. Прокатимся на тук-туке, заглянем в пару храмов и узнаем немножко местных традиций. А еще поделимся впечатлениями об этой противоречивой стране после первых недель нашего путешествия. И все это делается вовсе не потому, что из просмотренного нами материала по Агре у нас остались куски, которые надо куда-то засунуть, но на полную серию они не тянут. А удалить жаба душит. Нет. Мы не такие. Мы делимся в первую очередь своими впечатлениями, которые накипели. Индия. Это как микстура от кашля. Посмотрел на ее состав, да обалдел, как лесной еж, забравшийся на березу. Тарабарщина из разных языков, где дядя Петя Кутрапалли не понимает тетю Свету Крипалани, потому что они живут за 20 километров друг от друга, где дядя поклоняется второй форме бога Шивы, а тетя первой. Но оба они кришнаиды, верящие в пришествие Харумана, бога обезьяны. Но чай и кофе они заваривают везде одинаковый. Полкружки сахара на жижу, и что чай, что кофе, тебе уже все равно. Ведь в этот момент ты лишь пытаешься вспомнить о разных степенях диабета и как долго люди живут с этим заболеванием. И все потому, что столетиями регионы Индии развивались независимо друг от друга. И это привело к формированию разных традиций. Эта страна разделена на штаты, прямо как Америка или как страны в Европе. Каждый штат имеет свой язык и отличается от другого. Конечно, порой это трудно заметить постороннему взгляду, но сами индусы уверяют, что разница есть. Даже не так, что разница умопомрачительна. И целой жизни не хватит, чтобы обуять эту страну. Но благо, мы этим заниматься и не будем. Забавно, что из-за множества диалектов в Индии сами индусы не понимают друг друга и часто пользуются Google-переводчиком, причем переводя с местного языка на английский, ведь хинди, общий для Индии язык, также доступен не всем. Индия давит на тебя своей культурой. Она как бы заставляет тебя сравнивать ее историческую культуру со своей. И невзначай ты приходишь к выводу, что ее культура будет-то покруче, побогаче и помассивнее. Люди не стесняются ходить в традиционных одеждах. Кто-то в них, а кто-то в джинсах с кепкой. И ничего, никто на друг друга не косится. Так же и с религиями. Мусульманин и хинду могут жить в соседних деревнях, лишь в километре друг от друга. Один ест мясо и яйца, а другой – вегетарианец до мозга костей. Один ходит в мечеть, а другой в храм. А в храме... своеобразию и эпатажу индийского пантеона не занимать. Сравнить хотя бы с христианской иконописью. Мать с ребенком на руках, или мученик, распятый на кресте. Извините за невежество, или что там, апостол на коне, убивающий копьем демона? Хорошая попытка христианства. А как тебе шестирукая женщина-божество с клыками и змеиным языком, вырывающая ребенка из чрева еще живой матери на глазах обезумевшего мужа? Или состояние истинной свободы, когда отброшен ум и жизнь воспринимается непосредственно. Выглядит он вот так. Женщина-богиня, отрезавшая себе огромным кинжалом голову, которую она держит в левой руке, а из сочившегося шейного обрубка во все стороны брызгают фонтаны крови, которые аккурат попадают прямо в рот двум девушкам, и, конечно же, она стоит на лотосе, в который утрамбованы два любовника. Вот это настоящее кино с отметкой 18+. Нужна реально крепкая психика, чтобы верить в такое. Не находите? А еще в Индии множество красочных праздников. Дивали, фестиваль света, Холи, фестиваль красок, Утраян, фестиваль воздушных змеев и так далее. Очень жизнерадостные праздники, во время которых присутствуют сугубо вегетарианские блюда.
Это и не мудрено, потому что убивать других существ вообще-то не камильфо. Вегетарианская еда здесь очень вкусная и разная. Сами индусы говорят, что в каждом штате более 50 различных традиционных блюд. Но мне кажется, что это преувеличение. Однако это вовсе не отрицает того факта, что еда здесь действительно многообразна. И в Индии я действительно сказал себе, что в эту страну стоит приехать хотя бы из-за гастрономии. А я вовсе не гурман, да и вообще жду, когда человечество изобретет пилюли от голода. Не знаю, как вы, но я всегда думал, что вегетарианская еда, не путать с веганской, ее я еще не раскусил. Это что-то пресное и малоприятное, типа мятых одуванчиков или перемолотой травы после сенокоса. Но Индия внесла свои правки. Тут все вкусно, но и черт ее подери остро. Но не сверхостро. Проблема тут заключается скорее в расстройстве кишечника, каким бы вы астрофилом не были, а она вас настигнет. И тогда вы немножечко разочаруетесь, что не можете вкушать и пожевывать эти деликатесы, которые выводились десятками, а то ли и тысячами тысяч лет. Ну или нет. Может, я загнул с числом. Если здесь есть антрополог, то напишите в комментариях, ели ли кроманьонцы карри или томно смаковали фуагра. Как бы там ни было, но обилие различных блюд в традиционном общественном строе имеет и свои минусы, особенно для женщин, которым приходится готовить, а потом подавать, а потом убирать, мыть, стирать, гладить, подтирать, отбеливать, спать где-то часок, потому что жарко, а потом снова готовить, убирать, мыть, перестирывать, кипятить воду, делать чай, следить за коровой, а потом, по-моему, убирать, мыть, стирать, перестирывать. О чем это я? Ах да, вот вам рекап. Индийская кухня – это топчик. За ней ехать в штат Гуджарат. 2. Рис плюс чечевица равно 2 царицам, а жареные овощи и роти в дополнение к царицам будут в моем роте. Роти – это плоский хлеб. Нямка страшная, к тому же просто, недорого и объедительно. Заказывайте, не прогадаете. 3. С выпечкой и кофе надо быть осторожным. Один раз попробовать стоит, а больше лучше попячьтесь. Если только вы не принимаете сахарные инъекции в течение суток. Да прямо в мозг. Чтобы всем... дофаминчика! 4. Стритфуд – это для азартных людей с адреналиновой зависимостью. Тупо лотерея. Котлы годами не мытые, все черные, все делается голыми руками. Здесь пометка и намек. В азиатских странах люди не пользуются туалетной бумагой. Имя. Ишерихия Коля. Вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. And why do we make a round? Yeah, make a round. Could you explain us why? Because it's a compulsory. Okay. It's a compulsory. We- All temples, it's a compulsory have a round. Okay, Yeah. nice. It's a good. Hello. Сейчас вы можете лицезреть любопытные кадры. Нас просят сфотографироваться с детишками. Это относительно безобидная процедура, но помните, что когда фотографируетесь со взрослыми отдельно, особенно мужского пола, если вы девушка, позже у вас есть шанс увидеть свою фотографию в индийских соцсетях, где будет доходчиво подписано, что на фото я и моя белая девушка, ну или мы идем на свидание. Катя уже, вероятно, побывала на нескольких таких свиданиях. В какой-то степени эти беспардонные просьбы о фотографировании затрагивают и тему отсутствия каких-либо персональных границ между людьми, о которой еще будет сказано. Но вернемся к картине происходящего. Детишки намазали нам Хари Кришну на лоб и на щеки, не спрашивая нас, хотим мы этого или нет. Ну а теперь они требуют за это деньги. Неловкая ситуация, ведь мы вовсе не знали, что это платная процедура, а не детские забавы. Ну, а на что мы рассчитывали? Неужели божественные прикосновения будут раздаваться бесплатно и совсем без регистрации? Мы что, живем в летаргической утопии?
Но мы иностранцы, а это значит, что у нас куча денег. Нас можно потрогать, проша подаяния за разные части тела. И не важно, что у нас большие рюкзаки за спиной. Там ведь не снаряжение для бич-трипа, нет, там доллары. 100%. Так что будьте бдительны, снуя возле храма. И последнее, на что мы прольем свет в этом ролике, касается места не столь отдаленного – туалета. В Индии он отсутствует в своей привычной форме, а в непривычной образует дыру в полу. Гигиенический аспект такого подхода подлежит критике, особенно когда прихожий не обладает должной меткостью и норовит промахнуться болидом в лузу. Также вместо туалетной бумаги здесь либо небольшой санитарный шланг, либо такой же небольшой ковшик, которым предполагается воспользоваться для устранения наружных соматических загрязнений, в простонародье называемых самшит. Однако, несмотря на нашу ухищренность в использовании данных приспособлений, нам все еще остается любопытно, как же ими правильно пользоваться и как это делают индусы. Но спрашивать мы постеснялись. Если вы осведомлены в этой теме, то можете поделиться столь деликатной информацией в комментариях, а то наша фантазия склонна рисовать жуткие картинки. И вишенкой торта станет приготовление этого самого торта, ну или торта, кому как удобнее, только что вымытыми после оздоровительных процедур руками, если понимаете, о чем я. В общем, вот вам совет. Носите портативный рулончик туалетки с собой, ну и еще лапирамид до кучи. Знаете, можете забыть про то, что мы только что описали ранее, ведь кому какое дело до туалетной бумаги, если вообще отсутствует туалет? В таком случае местный люд справляет свою нужду, причем разного типа, прямо на улице. Приятного аппетита тем, кто кушает. Как вы, само собой, знаете из наших прошлых роликов, в Индии гость тождественен Богу. То есть мы все, кто захотел посетить Индию, являемся богами. Такое вот гостеприимство. Забавно, что если пофантазировать на эту тему, то мне в голову приходит следующая картина. Значит, ту его кучу лет назад жили-были индусы, и к ним прилетели инопланетяне в стиле сегодняшних экшн-фильмов по типу «Мстителей». Прилетели, значит, они на Землю, у них там бластеры всякие, космические корабли, а люди только Землю пахать деревянной палкой научились. Ну и все. Вот вам гость на нашей планете, с божественными технологиями. Гость действительно бог, и лучше его не злить. Ну и значит, где-то эта история осела на уровне коллективного бессознательного каждого индуса, и они все надеются повстречать сызнова, тех самых инопланетян. Они не приходят. Но приходят иностранцы из других стран. И их-то и встречают как богов по ошибке. А они просто обычные люди. Так что, индусы, сори, я такой же бог, как и вы, а значит не обязан вам сверхтехнологиями, ну или лишними деньгами, что можно рассматривать как сверхтехнологию Запада. And the next stop will be voluntary work near Haridwar, near Rishikesh, the capital of yoga and meditation. Итак, иногда путешествие может быть вызовом, но именно в этих трудностях заключается часть приключения. Индия учит нас гибкости и терпимости. Дальше мы отправимся жить в настоящую индийскую деревню, чтобы, так сказать, пощупать настоящую нетуристическую Индию. Следуйте за нами и до скорой встречи!